Появилась такая статистика, что к началу 2022 года власти снесли свыше 2500 монументов, изменили название более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. За прошлый 2022 год демонтировали 28 памятников Пушкину, 9 Горькому, 4 Суворову и 4 Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам по всей Украине. Есть даже карта, которая показывает декоммунизированные объекты. Они обозначены на карте зеленым цветом. Нашла вашу статью еще за март этого года, в которой вы говорите, что только переименование города Жданов в Мариуполь стоило примерно в 24 миллиона евро. Тотальная волна переименований и сносов памятников по всей стране по самым скромным подсчетам обошлась более чем в 1 миллиард евро. Помогите разобраться, из чего складывается такая огромная цифра. Это переименованные и снесенные, да, я так понимаю? Да. А есть у вас карта построенных объектов с 1991 года? Построенных, введенных в эксплуатацию, запущенных, вновь созданных. Ну, бог с ним, с промышленными не получится, насколько я знаю, нет таких. Ну, хотя бы мосты там, мостики. Есть такая карта? Да ее не может быть, потому что не строилось ничего за это время. Проедалось все то, что было создано до этого нашими родителями, дедушками и бабушками. Вот если бы была карта противоположная, о том, что строили. Да, там мне, может, сейчас кто-то скажет, что нет, но это не так, к УЕФА строили. Да, это правда. Недолгий был период в жизни нашей страны, когда построили стадионы, несколько аэропортов обновили, здания построили, взлетно-посадочные полосы. Ну а еще что? Никто ничего сказать не может. Вот за что не возьмись, ничего больше. Теплоэнергоцентрали, которые захватили и приватизировали, и сегодня рассказывают, что надо цены на электричество поднять. Их построили при Союзе. Что еще? ГЭСы, ТЭСы тоже. Медзаводы. Да, их сначала украли, эти медзаводы, а потом там начали современные производства выстраивать, но так их же украли на украденные деньги. Это называется легализация средств, добытых преступным путем. Построили домны там и рассказали, что какие мы молодцы. А так, что еще построили? Может, памятники какие-то? Может, я что-то не знаю. Ну, Бандеру не считаем. А кому? Что еще? Да нет ничего. Ноль. Зеро. А сносить, переименовывать, да, это конечно. Это солидно. В чем Пушкин виноват? Горький в чем виноват? Суворов в чем виноват? На тот момент, когда Суворов был фельдмаршалом и боролся с Османской империей, а потом с западными королевствами, на тот момент наша страна или часть ее была в составе Российской империи. И имперские войска, в которых служили и выходцы из, ну назовем это так, на тот момент не было понятия Украина, но из Украины, и выходцы из России, и там кто угодно. И вот эти царские войска освобождали, например, из турецкого или крымского плена тех же украинок и украинцев. Чем Суворов-то виноват? Он чем плох? Я уже не говорю о великих генералах и маршалах Победы, которые освободили нашу страну от нацистской чумы. Разве Кличко стоит ногтя Ватутина? Нет. Теперь как делаются цифры? Вернее, откуда взялась эта сумма? Понимаете, переименование улицы – это ведь не только переименование, это таблички. Ну, во-первых, таблички. Поверьте, ценник по этим табличкам завышен раза в 3. Это сам Бог велел, комбанда нашего мэра, я на примере Киева, не могла проворонить. Вот представьте себе, сколько только на табличках подняли и сколько потерял городской бюджет. Дальше карты, дальше вывески. Вывески на каждом, если меняется название населенного, на каждом органе местного самоуправления или его подразделения, или городской администрации, или областной, или районной. Ну и так далее и тому подобное. То есть цифры на самом деле огромные получаются. Поэтому этот бы миллиард да потратить на что-то полезное. На бомбоубежище. Вот если бы вы сейчас карту выставили, сколько за год Кличко с президентом сделали в Киеве. Ну хорошо, президент валит это на Кличко, говорит, ты мэр, ты должен был. Кличко отбивается, говорит, не, я не должен был, потому что ты мне назначил военную администрацию, я уже не руковожу городом так, как хочу. Вот ты должен был. Ну, короче говоря, СДД такое. Ну, оба пусть покажут, сколько бомбоубежищ за год было сделано.
Они же сами себя высекли, они же сами сказали, что 15% только готовых к использованию в Киеве. 15 за год с лишним бомбоубежищ. Поэтому и люди погибли. Поэтому находиться там невозможно. 15. Вот 15%, чтобы было понятно. Вот идете вы, 7 бомбоубежищ по пути у вас. 7. Одно только из 7 нормально. 6 ненормально. Задумайтесь о цифре. Одно из 7. За год с лишним. Вот если бы он это сделал вместе со своим окружением этим, Киеврадой, это Киевзрадой, ну, можно было по чем-то поговорить, ладно. А чем он хвалится? Снесли недавно мемориальную доску Гагарину. Человеку аплодировал весь мир. Ну, он великий, он войдет в историю человечества, покуда есть человечество. Эти не войдут. Вот он этим хвалится. Он снесли эту доску. Чем она тебе мешает? Какое имел отношение Гагарин к сегодняшним событиям? Ну и так далее. Они генетически, физически не способны строить, создавать. Они могут только тырить, говнить, говнять, валить, разрушать. Ну и красти. Красти, да. Ще співати навчились. Что касается памяти, мое мнение следующее. Придет время, и киевляне будут помнить Ватутина как освободителя своего города и Украины, в общем-то. Будут помнить имена других великих, допустим, земляков. Хорошо, не нравится по национальности кто-то другой. Пожалуйста, маршал Малиновский, выходец из Украины. Великий полководец тех лет. Давайте его именем назовем. Ну и так далее. Украина ведь дала земли украинские очень много видных и военных, и политиков. Еще в те времена, достопамятные. Вы слышали какое-нибудь название в честь Безбородька? Выходец из Украины, канцлер Российской империи. Ну нифига себе. Второе лицо в государстве после императрицы или императора. Ничего не названо. Зато названо именем того, кто помогал фашистам убивать сограждан. Я думаю, что фальшь рано или поздно уходит, настоящее вернется. Восстановим.